Алина была преданной матерью, которая очень дорожила своей дочерью и была готова сделать все, чтобы обеспечить ей успех и счастье. К сожалению, однажды девушка внезапно умерла, и на ее похоронах мать со злостью открыла крышку гроба. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Алина растила свою дочь Лизу в маленьком приморском городке Кастель. У них не было большого достатка, но они были счастливы и благодарны за то, что имели. Алина много работала, чтобы дать дочери хорошее образование и обеспечить ее всем необходимым. Она проводила с ней много времени и учила важности семьи, трудолюбия и честности. Когда Алина была моложе, она влюбилась в Алексея, красивого, харизматичного молодого человека. До него она никому не открывала свое сердце. Ей было трудно доверять, но Алексей помог ей поверить в любовь. Их роман был стремительным, и через несколько месяцев Алина узнала, что беременна. Она надеялась на поддержку, но вместо этого услышала ультиматум. Либо я, либо ребенок. Он даже не стал выслушивать ее, просто сунул ей в руки деньги. Алина осталась одна. Ей было всего 20, не было ни родителей, ни родственников. Ее презирали, смеялись за спиной. Но она не сломалась. Несмотря на сомнения, решила оставить ребенка. Она работала в круглосуточном магазине, подрабатывала уборщицей, откладывала все до последней копейки. Именно тогда она познакомилась с Анной, состоятельной женщиной, владелицей фонда помощи молодым матерям. Под ее поддержкой Алина смогла добиться стабильности и в срок родила прекрасную девочку, Лизу. Впервые, взяв ее на руки, Алина прошептала: «Я обещаю тебе, малышка, я никогда тебя не покину. Я всегда буду рядом». И она сдержала слово. Лиза росла умной, спортивной, веселой. Она была капитаном волейбольной команды и отличницей. Алина гордилась дочерью. Она научила ее держаться подальше от легкомысленных людей и быть сильной. После окончания школы Лиза с блеском прошла конкурс на стипендию и поступила в технический университет в крупном мегаполисе. Город был шумным, суетливым и совсем не похожим на родной Кастель. Первое время она звонила Алине каждый вечер, делилась новостями, переживаниями, успехами. Но сессии, проекты, новое окружение — все это постепенно съедало время. Алина старалась не давить, но сердце подсказывало. Дочь все дальше. Она писала теплые сообщения, слала посылки с домашней выпечкой, вязала носки. Знала, в большом городе тепло нужно не только от батарей. Однажды Лиза написала о том, что познакомилась с Даниилом. Он был старше на 7 лет, работал в известной IT-компании, читал умные книги. Лиза восхищалась им. Он казался зрелым, сильным, уверенным. Со временем Даниил стал не только ее мужчиной, но и деловым партнером. Заметив потенциал Лизы, он предложил создать мобильное приложение, связанное со ставками на киберспорт. Лиза не была азартным человеком, но она легко создавала алгоритмы, строила модели. Они основали стартап, получили инвестиции. Все шло стремительно. Компания начала приносить прибыль. Они сняли офис в центре. Лиза впервые увидела на своем банковском счете шестизначную сумму. Алина радовалась за дочь, но что-то внутри нее тревожилось. В голосе Лизы становилось все больше отчуждения, все меньше той искренней, солнечной девочки, которую она помнила. Когда Лиза приехала в Кастель спустя 2 года, Алина сразу почувствовала. Ее дочь изменилась, стала холоднее, взвешеннее, говорила как бизнесмен, даже обнимала иначе. И тогда новость. «Мама, я хочу выйти за Даниила». Алина замерла. «Ты уверена?» «Конечно. Мы идеальная команда. Он верит в меня, уважает мой труд. У нас общее дело». Алина не спорила сразу.
Она смотрела на Лизу, усталую, но загнанную, с тенями под глазами, и думала, сколько в этом «мы» на самом деле Лизы, а сколько-то его. И все же она сказала: «Я чувствую, он тебе не пара, в нем нет заботы, есть только расчет». Лиза вспыхнула. «Ты его не знаешь, ты просто ревнуешь, не все такие, как папа». Это было как удар. Лиза впервые упомянула отца, и не в защиту Алины. Они расстались в ссоре. Через месяц Алина узнала, что свадьба уже состоялась, без приглашения, без звонка. Прошло несколько месяцев. И вдруг звонок. Не от Лизы, не от Даниила, от некой женщины, представившейся помощницей по офису. «Простите, вы мать Лизы? Она умерла. Ее похороны в пятницу». Алина не верила ни одному слову, сердце отказалось принять. Ее девочка умерла? Так просто? Без объяснений? Она поехала в город. 16 часов дороги почти без сна. Никто ее не встретил. Никто не ждал. Похороны уже начались. Алина прибыла на кладбище, когда гроб уже опускали. Люди молчали. Лица незнакомые. Ни родных, ни друзей Лизы из Костеля. Никто не позвонил. Никто не сообщил раньше. Никто не позволил попрощаться. «Я хочу увидеть ее», — сказала она, подойдя к Даниилу. Он сжал челюсть. «Уже поздно. Она не в том виде, чтобы...» «Я ее мать», — сказала Алина и пошла вперед, несмотря на то, что ее останавливали. Толкнула плечом охранника, пробилась к гробу, вскинула руки и с силой сорвала крышку. Все замерло. Затем крик Алины прорезал тишину. «Она жива! Моя дочь жива! Вы понимаете?» Люди ахнули. Кто-то закричал. Скорая была вызвана немедленно. Один из присутствующих, бывший следователь, тут же задержал Даниила. Пока медики боролись за Лизу, полиция получила доступ к переписке Даниила. Оказалось, что он купил сильнодействующий препарат, вызывающий глубокий сон. План был точный. Сделать вид, что Лиза умерла, похоронить ее до того, как эффект спадет, и получить контроль над бизнесом и счетом. Он хотел избавиться от сооснователя, жены и человека в одном лице, чтобы оставить все себе. Когда Лиза пришла в себя, она долго молчала, а затем посмотрела на Алину. «Я слышала тебя сквозь сон, сквозь гроб. Я не могла открыть глаза, но я слышала». Алина сжала ее руку. «Я всегда буду рядом. Я обещала. И я вернулась за тобой». Суд признал Даниила виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы и обязали отказаться от всех прав на компанию. Лиза долго восстанавливалась. Прошла реабилитацию. Переехала обратно в Костель. Впервые за много лет она снова сидела с матерью на кухне, ела пирог и смотрела на море. «Я чуть не умерла», — сказала она однажды, «из-за любви, которой не было». Алина обняла ее и ответила: «Главное, что ты жива, а все остальное можно начать заново». Через год Лиза основала новый проект — онлайн-платформу, обучающую женщин цифровым профессиям. Она назвала ее «Вдох» в честь того момента, когда мать дала ей второй шанс на жизнь. А на сайте в разделе «О нас» была короткая цитата: «Я жива, потому что одна женщина не позволила меня похоронить. Эта женщина — моя мама». Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Лизы? Вы бы изначально поверили своей маме? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.